Кверцетин. Конечно же, он уменьшает воспаление и подавляет повышение гистамина. Антиоксидант. Очень полезен при аллергиях. И, в принципе, вы можете его найти даже если чешуя, да, лука, вы можете ее заваривать и пить как чай. Там вообще-то очень много кверцетина. Или покупать уже отдельно. Крапива. Крапива подавляет воспаление, связанное с аллергическим артритом и аллергическим ринитом. Дозировка средняя была 200 мг 3 раза в день. Спирулина. Эффективна для снятия воспаления слизистой носа. Снижает гистамин и иммуноглобулин Е в сыворотке. Также снижает выделение из носа, чихание, заложенность носа и зуд. Белокопытник гибридный. 2 таблетки 3 раза в день в течение 1 недели улучшали носовые симптомы днем и ночью. Также подавлялся гистамин, выделение из носа, отек. В другом исследовании 2 таблетки в день в течение 2 недель уменьшали отек, чихание, заложенность носа, зуд глаз и носа, покраснение глаз и раздражение кожи у 90% пациентов. Моринга. Уменьшала анафилактический шок, кожный зуд. Также подавляла гистамин. Астрагал. Был эффективен при заложенности носа из-за аллергии на пыльцу сорняков. Биамины. Это такая китайская формула из трав. Вот, например, я здесь ее нашла на Амазоне, но все-таки ее нету, можете в другом месте поискать, если интересует. Она у 58 пациентов снижала симптомы аллергического ринита и общего уровня ИгЕ. Терапия была 12 недель и действие сохранялось 1 год. Также здесь еще Е-витамин, то есть гамма-токоферол. Например, у крыс он уменьшал отек слизистых и накопление слизи в носу. Ну и также он, то есть, снижал эозофилы в сыворотке. Ну, в принципе, можете здесь посмотреть еще. Здесь довольно-таки много интересных таких, в основном китайских трав, сборов, которые помогают при аллергии. МСМ. Ну или она же еще органическая сера. На iHerb она тоже продается. В дозировке 3 грамма в день в течение 2 недель уменьшала заложенность носа, ринарию, зуд глаз и носа на 53,7%. Большие дозировки уже не были настолько эффективными, поэтому 3 грамма это такая очень оптимальная доза. Витамин С. Ну вот, например, дефицит С-витамина связан с возникновением аллергических заболеваний. Также необходим в лечении заболеваний, именно аллергических. Вот тут, например, пациентам вводили внутривенно большие дозы витамина, да, и в группе, где было 70 пациентов, симптомы аллергии снизились у 65%. Но также 54% из них вообще не принимали при этом лекарства при астме, да. Ну, дозировка средняя это 1 грамм в день, а вообще все-таки дозировка там она обычно от 2 до 6 грамм в день. И также она помогает при любых аллергиях, С-витамин обязательно добавлять. То есть и при кожных, и дыхательных, и различные боли уменьшаются от него. Поэтому если у вас аллергия, ну без С-витамина здесь не обойтись. Витамин D. Витамин D, конечно же, играет очень большую роль в развитии аллергических заболеваний и необходим, опять-таки, при различных аллергиях. Также предотвращает приступ астмы, защищает слизистые при пищевой аллергии. И при недостатке, конечно же, тяжелее аллергии. И при добавлении D-витамина эта тяжесть проходит. Вообще витамин D, он контролирует 291 ген. 80 из них отвечают за метаболические процессы, включая иммунитет и антиоксидантную активность. Вообще, в принципе, D-витамин, он еще очень больше всего
как раз-таки помогает, когда какие-то кожные аллергии. И даже если вы возьмете, например, витамин D3, да, он обычно в масле, масляные капсулы. Сломаете эту капсулу и размешаете ее с какой-то основой и будете мазать наружно. Это хорошо помогает при псориазе, ну и другого типа зуды. Поэтому тоже можете так попробовать. Омега-3 кислоты. Они защищают от воспалительных заболеваний, включая аллергию и астму. Также нашли связь с низким потреблением рыбьего жира в диете и астмой и другими аллергическими заболеваниями. Омега-3 улучшают эозофильное воспаление дыхательных путей и снижают воспаление в легких, особенно при тяжелой астме. Например, омега-6, они способствуют повышению заболеваний астмы и другими аллергическими заболеваниями. Поэтому важно, чтобы был уровень, то есть такой, чтобы обязательно надо рыбий жир принимать или хотя бы рыбу есть раза 3 в неделю. И, например, вот у омега-3 у них действие похожее как антигонисты лейкотриеновых рецепторов, которые применяются для лечения астмы. Исследование в Голландии показало, что ДХА кислоты у пациентов с астмой ниже, чем у здоровых. И потребление во время беременности снижает частоту аллергических и атопических заболеваний у ребенка. Добавление рыбьего жира снижает тяжесть атопического дерматита. Например, если в детстве до 1 года ребенку дают рыбий жир, то действие сохраняется до подросткового возраста. И у взрослых при астме снижаются бронхоспазмы после нагрузки. Также улучшаются тесты на выдох, ну и различные анализы улучшаются. Поэтому все-таки омега-3 кислоты добавляйте тоже. Там дозировка от 2 грамм до 4 грамм именно кислот в день. Магний. Здесь рассматривают магний как дополнительная терапия снятия тяжелого приступа астмы. Снимает бронхоспазмы и расслабляет мышцы бронхов. Дозировка здесь 2 грамма при приступе. Дефицит также связан с риском обострения астмы. И вообще, у кого начинается приступ астмы, у них падает уровень клеточного магния, но не сывороточного магния. То есть, если анализ крови, в принципе, он вообще никогда ничего не показывает. Поэтому магний, если у вас астма, то обязательно добавлять. Например, здесь как раз они используют сульфат. Да? А сульфат, он тоже плохо усваивается, но здесь его внутривенно использовали. И поэтому вам нужно выбирать магний, который очень быстро всасывается. Вот, например, такой вариант, он, по-моему, в течение 20 минут, получаса распределяется, а то и еще и быстрее. И поэтому он может помочь, если обострение какой-то астмы или каких-то таких спазмов. Так что вот рассматривайте этот обязательно вариант. Ну вот сейчас здесь я расскажу про молозиво. Вообще сырое непростерилизованное молоко защищает от инфекций и аллергических заболеваний. Но его, конечно, не рекомендуют употреблять, потому что там очень много бактерий и можно очень много чем заразиться. Но вообще вот можно попробовать заменить его вот колострум, то есть молозиво, да, или лактоферин. У них похожее такое действие, это такие белки, поэтому, в принципе, они защищают от астмы и различных других аллергий. Вот здесь вот пытались исследовать группу В, да, и, например, B6 нашли, что у астматиков, у кого он был понижен, у них добавление как раз-таки улучшило число обострений и симптомов астмы. В другом исследовании также добавление B6 76 пациентов с астмой уменьшило симптомы астмы и снизило дозировку лекарств. Также здесь B2 был связан с снижением риска аллергий разных. Холин улучшал качество жизни астматикам, снижал воспаление и чувствительность дыхательных путей. Но вот холин я все-таки тоже рекомендую в виде лецитина. Он лучше так усваивается, полезнее. И вот здесь тоже нашли связь, например, очень осторожно надо быть. Передозировка, например, B12 и фолиевой кислотой связана как раз-таки с повышением риска атипического дерматита у ребенка.
Поэтому, конечно, фолиевую кислоту обязательно надо во время беременности, но главное, опять-таки, не перебарщивать. Здесь вот антиоксиданты и астма, да, вот у взрослых, например. То есть те, кто ест больше фруктов, у них меньше как раз-таки развиваются различные аллергии и в том числе астмы. И особенно здесь найдена связь как раз с дефицитом С и марганцем. Мультивитамины. Здесь мультивитамины давали детям в первые 4 года жизни, и они снижали риски развития аллергических заболеваний в будущем. Но вот, например, связь у детей, у кому было уже 5 лет и старше, у них уже не было найдено этой связи. Бромелайн из ананаса. Также снижает воспаление и помогает при аллергическом рините и астме. И вообще, поскольку бромелайн это фермент, он в принципе расщепляет различную слизь, то есть воспаление снимает, поэтому в принципе его, конечно, я бы тоже добавила при аллергиях. Ну вот, например, если у вас аллергия на какие-то, ну, скажем, кожная аллергия, вы не переносите крема, то вот, например, список кремов, которые проверили, и они как раз-таки не содержали никаких аллергенов. Там проверяли больше 300 кремов, и вот эти вот только самые лучшие оказались. Ну вот здесь вот тоже наружно, что помогает, в принципе, при зуде. Из таких натуральных веществ все-таки, например, ментол. Если 1-3% ментола в мазе или в креме, то он помогает при зуде. Но если уже там больше 10, то тогда наоборот начинается раздражение. А вообще вот все-таки, например, вот еще если и комплексы смотреть, то я бы, например, рекомендовала вот такой вариант. Здесь есть травы в составе, но, конечно, хороший вариант. Можно найти, конечно, все по отдельности, но надо обязательно еще добавить сюда С-витамин, D-витамин и, конечно же, омега-3 кислоты.